Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. И тут такое дело. Появилось у нас некое целое сообщество, которое я фармил на стриме. Было очень много вопросов, как это делать, где это делать. Ну и как бы нужно ввести вас в курс дела. Так что обо всем подробнее далее. А с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. И если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, все ссылочки в описании под видео. А вот теперь поехали. И давайте это обсудим. Профессор Рэмта делал цель сообщества по доставке неопознанных реликвий и реликвий стражей для создания оружия, чтобы мы могли биться уже с самими торгоидскими титанами. Но прикол в том, что это вооружение на основе технологии стражей. И насколько вы знаете, у торгоидских титанов это все дело вырубается. Поэтому у нас теперь новая цель сообщества. Сейчас все расскажу. Летим с вами в систему ARK к профессору Ишмаэлю Палину на станцию Аустон Таун Стейшн. И я бы так бы сильно не топил бы за это все, если бы не Артур, который сказал на стриме 31 числа у Фронтиров то, что в 18-м обновлении мы уже сможем биться с торгоидскими титанами и типа закончить войну с торгоидами. И вот это, так сказать, прелюдия ко всему этому делу. И, кстати, забавный момент. Никакой информации по поводу HIP 224610B нету до сих пор, а прошло уже много времени. Напишите, что думаете по поводу этого дела в комментарии, потому что, я не понимаю, почему фронтиры не занимаются именно этим сюжетом. Что очень странно. И да, буду зачитывать это дело для тех, кто сейчас не в игре, и чтобы ввести вас максимально в курс дела. Aegis сообщает, что профессору Ишмаэлю Палину в системе ARK срочно требуются материалы со шпилей торгоидов. Эти минералы нужны для крайне важного исследования на основе новой теории инженера Рэмта. Последние наработки открыли ему возможный метод уничтожения титанов, хотя все подробности проекта Aegis пока держат в секрете. Подробности инициативы объяснил профессор Палин, ведущий эксперт по торгоидским биотехнологиям. Если что, Рэмта у нас специалист по стражеским технологиям. Я уверен, что теория Рэмта себя оправдает. И сейчас мы вдвоем работаем над ее практическим применением. Пока еще рано давать гарантии, но возможно мы находимся на пороге создания оружия, с которым можно противостоять титанам. Однако такое оружие должно действовать в электромагнитном поле вихрей, что отключает все технологии на основе разработок стражей. Сейчас я занимаюсь броней, неуязвимой для этих полей, для которой используются органические компоненты, произведенные в зонах торгоидских шпилей. Aegis напоминает пилотам, что в зонах шпилей крайне опасно и велика вероятность столкнуться с кораблями торгоидов или их оборонительными беспилотниками. Инициативу прокомментировал стратег по борьбе с торгоидами Аден Таннер. Не буду притворяться, что понимаю всю научную сторону работы Рэмта и Палина, но то немногое, что удалось увидеть, подарило мне редкое в наши дни чувство – надежду. Сейчас всем нам как никогда важно объединить усилия, и может тогда мы сможем совершить невозможное. Требуемые для инициативы материалы коралловая смола, неочищенные минералы со шпилей и полуочищенные минералы со шпилей можно сдавать на станции Аустон Таун Стейшн в системе ARK. В дополнение к уже предложенным наградам, подходящие под условия участники получат подарочные расцветки, и награды, естественно, суммируются. Окраски следующие: Challenger — окраска Циклоп, Crusader — Циклоп и Federal Corvette — Циклоп. И да, окраски вот в таком формате. Сейчас, если не забуду, поставлю картиночки, как это дело выглядит. Но эти окраски еще, когда вы их покупаете за арексы, они в себе имеют еще и шипкиты с кусками торгоидов. Но, судя по всему, этих кусков не будет, и будет просто окраска. А по деньгам, кстати, можно нафармить. И можно нафармить так нормально, потому что за коралловую смолу 650 тысяч, за неочищенный минерал со шпилей 160 тысяч и полуочищенный минерал 792 тысячи за тонну. Это много. Но фармить это, друзья, это прям капец. И вот почему. Вот система ARK, которая находится в пузыре. Торгоидские шпили находятся в торгоидских вихрях. И как бы нам еще нужно будет то добраться и вернуться обратно, при условии то, что нас будут перехватывать торгоиды. А там могут перехватывать у нас не только торгоиды-перехватчики, но и торгоиды-охотники по типу глеф, которые, очень быстрые, которые могут вырубать ракетой вам ваш двигатель FSD, и он будет уходить на перезарядку. Давайте-ка поговорим по поводу подготовки
кораблей к этому делу. Да и ко всему прочему, на самих торгоидских шпилях вас будут бить торгоиды. Когда вы будете подлетать на корабле, вас будут бить ракетами, которые вырубают ваш корабль полностью на несколько секунд. Когда вы подлетите и уже сядете, выйдете на ТРП, чтобы все это фармить, вас будут бить торгоидские банши, торгоидские ревенанты. И поверьте, ТРП разваливается очень быстро, потому что в одиночку они не ездят. Корабль нужно будет подготавливать максимально дотошно. К примеру, вот система с торгоидским шпилем. Вы сюда не можете даже позвать свой авик. Вы можете позвать его в соседнюю систему. И вам в любом случае нужно будет совершать прыжок. И у вас будет, скорее всего, перехват. Нужен либо очень живучий корабль, либо очень быстрый корабль. И то, с глефами очень быстрый корабль может не сработать. Ну и потом все это еще вести на арк. Корабли, которые я рекомендую. Крайт Фантом. Высокая скорость почти под 600 метров в секунду. Может нам помочь. Выживаемость у него, конечно, не очень высокая, но скорость нам позволяет это дело нивелировать. Крайт МК-2. Более живучий вариант. Но он медленнее. Ну, зато можно поставить 5-й призматический щит и 2 шестые банки, но это нам тут не потребуется, конечно. Имперский катер довольно хорошо подойдет, у него относительно большая скорость. Да, его будут догонять, но выживаемость у этого корабля просто колоссальная, что и в плане щитов, и в плане корпуса, особенно по сравнению с крайтами. Питон тоже себя хорошо покажет, он будет более живучий, нежели тот же самый крайт МК-2, но еще более медленный. Ну и вести сможет побольше, потому что нам нужно будет возить. Это не материалы, это груз. И груз с проблемами, но об этом далее. Орка, кстати, летает 620 плюс метров в секунду в боевом фите, если я ничего не путаю. Можно сказать, король скорости, но это большой корабль, но относительно большой, но и садится на большой лендинг-пад. Посадить корабль у торгоидского шпиля, либо внутри его, на самом деле не проблема. Я так сажал и анаконду. Усвоили. Корабль либо живучий, либо быстрый и живучий. Берем такое вооружение, как АИ-ракеты, которое позволит вам работать по области и сшибать банши и сшибать ревенанты, даже толком не попадая по ним. Обычное оружие тоже против банши работает, если что. Проверял на примере Фердиланса и 4-го пучкового лазера. Но это долго. Внешнее оборудование исключительно, наверное, на выживаемость. Это у нас будет что? Усилители щита для вашего корабля. Как делать щиты, как делать резисты нормальные, думаю, вы знаете. Если нет, ссылка на видео будет в описании. Вкратце, больше щита – лучше. Торгоидам наплевать на резисты. А если поставите одну антикоррозийную катапульту, когда в ваш корабль прилетит ракета от торгоида-разведчика, либо от кого-то еще, ну коррозийная, у вас не будет падать корпус. Коррозия будет уходить на ячейку данного модуля. Это поможет. В плане основного оборудования. Корпус делаем в максимальный жир. Силовая установка, чтобы просто все это дело тянуло. В идеале бронированная, чтобы, если вам стреляли по силовой, она сразу не отъехала. Маневровые двигатели всегда делаем грязная донастройка и ускорители. Рамочно-сместительный ситуативно. Если вы намереваетесь полететь туда на анаконде, зафармить, собрать и вести обратно, то ставьте, естественно, максимальный. И не забывайте про топливозаборник. Система жизнеобеспечения нам тут вообще никак не нужна. Распределитель питания. Даже если у вас будет вооружение, это вооружение, АИ-ракеты и АИ-многостволки, много его не кушает. Поэтому вот так вот изгаляться, как я, не обязательно. Сенсоры тоже нас особо не интересуют. А вот что до дополнительного оборудования. В идеале, конечно, призматические щиты, чтобы можно было саккумулировать большое количество урона в тот момент, когда вы прыгаете между системами и у вас происходит перехват. Далее делаем наборы усиления корпуса в большом количестве, потому что торгоиды у нас очень неприятные ребята. И, конечно же, антикоррозийный грузовой стеллаж. Потому что что? Потому что это смола, неочищенный, полуочищенный минерал, они будут разбирать ваш корабль изнутри. Гараж планетарного транспорта тоже нужно будет взять, потому что фармить мы это все будем исключительно с помощью ТРП.
Вам нужно будет садиться туда, вылезать на ТРП, отзывать корабль, собирать, вызывать корабль, садиться обратно, вылезать снова и так по кругу. Набор для усиления модуля ситуативно, смотря какой корабль, но лучше ставьте. И лучше не первого размера, как я. Можно ли это делать без инженеров? В принципе, да, если ваш корабль переживет момент атаки во время перехвата. Инженеры на движки будут, наверное, самые здесь. Самые необходимые. Если у вас нету инженеров на корпус, то тогда можно воспользоваться усилителем корпуса стражей. Он не будет там разваливаться. Дорогие мои, если вы устали от холодного космоса, где только лишь одни торгоиды, то рекомендую свой бусти. Там мы будем смотреть с вами пару раз в неделю различные передачки, возможно даже анимешки. И вход туда, конечно же, бесплатный. Ссылочка на все это дело тоже в описании под видосом. А мы возвращаемся к теме видео. И да, видео про грузовые стеллажи, где их брать, какие бывают, есть, конечно же, тоже на канале. Я не хочу и так растягивать большое видео. Я прекрасно понимаю то, что вы скажете: дай мне фит, как мне собрать, как мне это сделать. Ребята, в описании под видео будет ссылочка на мой пост в моем телеграм-канале, где будут несколько различных кораблей в нескольких различных сборках. Возможно, даже попробую собрать это без инженеров. Единственная проблема будет без инженеров — это скорость, потому что чем больше скорости, меньше по нам проходит урона. Но с большими кораблями это можно будет нивелировать, потому что торгоидам наплевать на резисты. А в ПВЕ и в ПВП резисты роляют. Ссылочка на телеграм-пост в описании. Как и, конечно же, название данной системы, что вы просто скопировали это дело и отправились туда, так что вылетаем, и, возможно, сейчас у нас будет перехват, и это будет довольно показательно, то, что сейчас с нами произойдет. Если глифа, грустно, если перехватчик, не очень грустно. Ну и начинается веселье. Глифа. Валим. Обратите внимание, перезагрузка FSD. С глифой можно разобраться, но для этого я бы вам рекомендовал с собой возить тогда уж АИ многостволки. Но в моем случае у меня сейчас такое вооружение. Многостволок только лишь 2 штуки, потому что так надо будет на всякий случай. Мало ли нас там будут бить торгоиды-разведчики. А АИ-ракеты у меня для банши. Охлаждение прошло, я нажимаю и ничего сделать не могу. Потому что FSD еще не перезагрузился. Все, звук перезагрузки был. И как видите, я улетел. Урон по корпусу я не получил. Я потерял примерно 25% щита, а у меня их меньше, чем 2000. Собственно, 500 щита, грубо говоря, переживут одну глифу. А 500 щита сделать можно и без инженеров. И вот просто, не дай бог, нам нужно будет фармить данные товары для какого-то там оборудования, для какой-то там пушки, либо модуля, либо там, не знаю, может быть, корабля. Это прям, ну, очень неприятное занятие, особенно если вы это делаете в Соляново. Возможно, в этом месте, вот именно в том месте, куда я сейчас лечу, в Опене будет народ, и вам будет проще, потому что, как бы, ну, мы тут всегда тусовались. Именно вот в этом месте, люди знают об этом месте. И, скорее всего, возможно, сейчас тут будут фармить. Так что, возможно, все будет хорошо. Но я лечу в соло, чтобы прям было видно, насколько все будет плачевно. Начнем, наверное, давайте со смолы. Это относительно самое простое, что мы можем здесь фармить.
Не забывайте то, что вам будут мешать ревенанты и банши. Есть коралловые деревья, которые находятся в отдалении от вот этих вот мест их сосредоточения. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Вон там. Здесь внизу. Вот еще. Но все же самое большое количество данной смолы находится в центре всего этого кошмара. Да, ракеты вас будут раздражать, но от них уйти в принципе можно. И вот паркуемся примерно куда-нибудь вот сюда. Выезжаем. И да, почему скоробей? Потому что скоробей может таскать целых аж 4 тонны. В то время как другой наш ТРП, Скорпион, таскает уже 2. Сразу отпускаем корабль. Потому что там уже вроде как прилетели. Да, разведчики уже прилетели. 4 штуки. Разведчики не будут атаковать наш ТРП. Ну как и перехватчики, если вдруг здесь появятся. Тут могут появиться еще и циклопы. И вон, кстати, находится та самая смола. Вот. Органический материал у вас будет написано. Просто берем в цель, сбиваем с пушки. И вон оно отваливается. Вниз нужно просто подъехать на ТРП и собрать это. Пожалуйста. Вон еще здесь же виднеется где-то органический материал. То есть, грубо говоря, с одного дерева здесь мне придет 2 тонны. А даже, наверное, и 3. Вон еще один органический материал. Фармить можно, но это капец как неудобно. Таким образом, собираем 4 тонны, вызываем снова корабль, подъезжаем к нему, заезжаем внутрь, выезжаем и едем дальше. И старайтесь не попасться, потому что в одного отбиться будет очень сложно. В идеале прилететь крылом, зачистить все торговецкие банши с помощью АИ-ракет, а это можно сделать, видео есть на канале. И просто вычищайте все тут. Но это еще не все, что нам нужно, и все, что можно здесь фармить. Я думаю, объяснять то, что если у штуки коррозия, то эта коррозия наносит урон еще и ТРП не нужно, но на всякий случай я сказал. Нам нужно ехать вот к этим вот наростам. Но тут реально будет неприятно. А неприятно потому, что тут у нас будут на охране торговецкие банши и ревенанты. Вопрос об инженерах на ТРП и новых ТРП никогда так остро не стоял. И не нужно говорить то, что вы в соло разбирали этого банши и разбирали этого ревенанта. Да, в соло. А не когда их тут, несколько штук, и они все кучкуются и фигачат вас лазерами с гигантского расстояния, а вот, собственно, и они. По идее, может, проскочим. По одному их разобрать реально. Нет, не проскочили. Здорово, правда? Это только 2 штуки, ребят. Только лишь 2. Но есть решение данной проблемы. Сюда не обязательно ехать на ТРП. На ТРП обязательно. Ну, сейчас я поясню. Давайте по-другому. Тяжело донести данную информацию. Собирать все нужно с ТРП. Но я не просто так брал АИ-ракеты на свой краед. Я могу заранее зачистить эту территорию вокруг данного маленького шпиля и уже после этого высадиться на ТРП и провести все вот эти манипуляции, чтобы получить неочищенный минерал и полуочищенный минерал со шпиля. Подлетаем в наглую.
Ракеты, конечно же, нас встречают практически сразу, но это не проблема. Сначала мелкие. Теперь можно заниматься банши. И лупить вы будете эту банши довольно продолжительное время. Она слишком живучая сволочь, и ее нельзя взять в лог. И не видно, сколько у нее хп. И вон там уже я на подскане вижу, что прилетели торгоиды-разведчики. Если будете к банши подлетать слишком близко, то снаряды будут проходить насквозь. Очень душное занятие, я вам скажу. А вот и ракета с едким веществом на подлете. Но у меня есть антикоррозийка, которая спасает. А вот еще сейчас торгоид вылезет, который пустит волну и вырубит меня, скорее всего. Но при этом эти 1800 щита совершенно спокойно танкуют банши. Совершенно спокойно танкуют, сколько там? Двое, трое? А вот и торгует. Все, с банши разобрались, можно переключиться по-быстренькому на мелочь. С ракет по ним довольно тяжело попасть. Один готов. Это займет время. Но можно забить, сразу вылезти на ТРП и быстро отозвать корабль. Боезапас у этих многостволок улетает прям, ну, неистово, объясняю. Пушка второго размера будет тратить боезапас больше. Потому что скорострельность больше. Все, можно идти вниз. И смотрите, у меня 50% корпуса. Прошу прощения, щитов осталось. А это у нас 900. Спокойно танканул. Садимся. Куда-нибудь рядышком. Да, душно, знаю. Но объяснить и показать вам, насколько это все хреново и как это делать, я считаю, надо. Потому что на стриме было прям много вопросов. Как это делать, ну и так далее. И как будет называться данное видео, я даже вообще не представляю. Выезжаем и отзываем сразу корабль. Заезжаем внутрь этого маленького шпиля и видим вот эти вот подвешенные коконы. Выступающий мешочек. Это у нас неочищенный минерал со шпиля. А вот здесь вот полуочищенный. Но просто так до него добраться сразу не получится. Нужно найти вот такие вот, не знаю как назвать, прыщи, капилляры, называйте как хотите. И подойти туда пешком. Вооружаемся шокером и идем. Переводим его в режим перегрузки. Отлично, та штука открылась, и сейчас рекомендую вам как можно быстрее залезть в ТРП, потому что сейчас здесь у нас появится торговецкий ревенант, с которым нужно будет разобраться. По крайней мере, так было раньше. Вон он вылез из земли и сразу открывает по нам огонь. Справиться с одним, как я и говорил, проблем нету. Но когда их много, вон там проблемы уже прям начинаются. Теперь нам нужно стрельнуть сюда. И нам падает тот самый полуочищенный минерал со шпилей. Офигенный фарм, ребят, вам не кажется? Просто офигительный. Фронтиры прям в духоту умеют очень сильно. И вот для ЦСки нам так нужно будет все это собирать и возить. Но есть способ попроще. Ту самую смолу можно собирать еще в другом месте. Сейчас покажу. Но повторюсь, если нужно будет все это собирать, вот именно все, а не только смолу, для каких-то там модулей или кораблей, ребята, это будет просто кошмар. Это очень, очень неудобно и неприятно делать одному. Вы скажете, это контент, рассчитанный типа на игру в пати. Ребят,
Больше, наверное, половины людей, которые остались в этой игре играть, играют в соло. Ну, кстати, не забывайте то, что вы можете себе взять волшебного скорпиона. Да, у него основная пушка, вот эта плазменная скорострельная, из нее попасть нереально. Но ревенанты отлетают с одного выстрела с его ракетницы. Так что возьмите это на вооружение. Это видео снимается для помощи вам, мои дорогие, на добровольной основе. И если хотите поддержать меня за все эти муки и старания, то ссылочка на донатик, конечно же, в описании. Но в этой духоте, то ли случайно, то ли заранее предусмотренным фронтиром моменте, есть вариант. Фармить без инженеров, без каких-либо возможных уничтожений корабля, уничтожений ТРП. Есть активные торговецкие шпили, а есть неактивные торговецкие шпили, к которому мы летим. Но есть одно но. Там не будет неочищенных минералов, и полуочищенных минералов со шпилей нет. Только лишь смола. Сейчас покажу. Убедитесь сами, пожалуйста, на примере, что такие места у нас есть. Ссылочка с названием этого места, что вы просто скопировали, вставили и полетели, будет также в описании под видео. И вообще, видос получился какой-то слишком уж очень долгий. Пожалуйста. По вам никто не стреляет. Тишина и спокойствие. Ну и как вы можете заметить, смола тут у нас присутствует. Удачного фарма, и надеюсь, он не будет слишком душный для вас. Для меня он слишком душный. Я не знаю, вписываться в эту цель сообщества прямо на серьезе, либо нет. Без малейшего понятия. Напишите, делать стрим, где мы это дело будем делать, и обсуждать что-то на фоне. Либо не делать, потому что я правда не знаю. Видео сделано, можно сказать, по вашим заявкам для вас, чтобы вам было проще. Надеюсь, я вам помог. И надеюсь, в скором времени с торгоидами в этой игре уже будет покончено, и будет контент, не связанный с ними. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасное в описании под видео. Все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети, ну и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи и увидимся в космосе.